Здравия. По переписке вижу, что народ из-за пролива напуган и не осознает происходящее. Коротко разъясню. Во-первых, чего вообще испугались? Нормальное поведение графика– рост, а затем коррекция половину роста. А тут даже ее нет. Явно растущий график. Во-вторых, фьючерсы за неделю сбриты примерно на 3 миллиарда. Это очень мало. Интерес к теме слабый. На прошлом пике ликвидации были по 5 миллиардов в день, а тут за неделю 3. Маркетмейкер, он же ММ, продолжит заманивать на рынок, чтобы снять мегаприбыли. Нам дали очень мягкую коррекцию, ждал ее в более жесткой форме. Дальше продолжится рост. Конечно, могут еще поделать голову, сходить боковик или еще ниже. Рынки ждут, пока ФРС США начнет печатать деньги. Экономика засушена высокой ставкой, а это дорогие кредиты. Все местные центробанки являются филиалами ФРС, и вслед за начальством также сохранили ставки. Читайте местные законы, чтобы это четко осознавать. Даже нейтральная новость о сохранении ставки погнала курс вверх. Давайте покажу накупленную мной скамину с прошлого цикла. Замажу только объемы. Деньги любят тишину. Ну конечно, если ты не топ-лохотрончик с десятками тысяч подписчиков, заманивающий на фьючерсы. Показывал в приватке, что мне прислала биржа предложение. Там от 65% отката дают. От комиссий пользователей. В зависимости от популярности блогера больше. Плюс на каждые 100 тысяч торговли бонус 5 баксов. Знаю, что есть еще такие же фьючерсные подгоны от бирж после заключения договора и тем про неразглашение. Там от потерь подписчиков богатеешь. Совесть, естественно, надо продать. Но как по мне, лучше сдохнуть в нищете, чем променять вечность на сиюминутные блага. Самый худший сценарий для альты на булране – это отрастание на 80% падения. Она в большинстве своем все еще стоит в минус 60, минус 80%. Настоящий булран, или как я его называю, активная фаза булрана, начнется тогда, когда вся альта начнет расти по 30% в день. Нет смысла сейчас ронять рынок, интерес слишком слабый. Судя по прошедшему полугодию, панику они явно не хотят наводить. Большие ребята давно накупили на дне цикла, кучу крипты и сидят ждут, местами фиксируя прибыль. В этом цикле рынок без вариантов опять полетит куда-то вверх. Конечно, синусоида роста биткоина продолжит нагибаться с ростом цены, а он у нас главный локомотив движения крипторынка. По поводу блогинга, посмотрел на всю эту затею, уже 9 месяцев занимаюсь каналом. Профита нет. Участники приватного сообщества подкидывают по сути на один поход в магазин, ибо их мало. Еще половина зашла на месяц, хватанула знания и убежала. То, что мне также хочется кушать, их не волнует. И они обречены засадить свое бабло на булране, под действием ФОМа, поскольку когда и как фиксировать знаний нет. Сначала подниму цену, а затем закрою приватную группу для новичков и перезаходящих. Ибо нефиг. С точки зрения новых контактов очень здорово, очень доволен. А вот с точки зрения денег, в этом месяце окончательно растратил все свои заначки, кроме вложенных в крипту. Этот запас неприкосновенен. Страданул очередной фигней. Лучше бы вложил в крипту и торговал все это время. После ролика «Как торговать на споте» создал маленькую сигнальную группу по запросам приватной группы. Сейчас переключаю все внимание туда. Буду торговать и давать сигналы. Программлю параллельный инструмент для определения остановки свечи. Ролик набрал уже более 2000 просмотров. Ответивших на вопрос, как ловить остановку свечи, нет. Начал с графиков, чтобы видеть скопом, что происходит на разных активах. Данные уже берутся с биржи, постепенно доделываю. Опять же, у меня цель принести пользу. Группа останется маленькой. Если увижу, что сигналами двигаем свечку, деятельность будет ограничена во избежание негативных последствий. Биржи такое отслеживают. Все эти популярные блогеры, торгующие своей рожей налево и направо, сливают подписчиков сигналами. И все равно на плаву. Так же нельзя, даже если вокруг не мамонты. Не ставь лайк, не подписывайся на канал и не добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Всем добра, здоровья, процветания и денег.